В маленькой деревушке на окраине Амурской области жил одинокий пожилой мужчина. Про его прошлое, когда он сюда только переехал, любопытные соседи поначалу, конечно, пытались расспрашивать. Но вскоре они поняли, что у нового жителя есть какая-то тайна. Всем своим видом он показывал, что не расположен к близкому общению и никому свою душу раскрывать не собирается. На все вопросы мужчина отвечал односложными фразами и с явным принуждением. Вскоре от него отстали, так как общаться с таким молчуном желающих не нашлось. Приезжий оказался заядлым охотником, опытным рыбаком и просто хорошим знатоком природы. Он редко тратил свою пенсию на покупки, разве что на одежду. Еду же он добывал в лесу, откуда никогда не возвращался с пустыми руками. Ягоды, грибы, свежее мясо только что подстреленного зверя — всего этого было вокруг в изобилии. На реке водилась крупная рыба, ухи из которой хватало на несколько дней. Однажды, во время очередной прогулки, этот мужчина решил сделать в лесу привал. Он развел костер и стал варить на нем суп из того, что кинул себе в рюкзак, уходя из дома. Когда мужчина стал есть, то почувствовал боковым зрением, что неподалеку от него кто-то шевелится. Приглядевшись, охотник увидел маленького рысенка. Котенок осторожно полз по траве на вкусный запах, надеясь, что ему дадут что-нибудь поесть. Мужчина также заметил, что шерсть зверя была в крови. Человек понял, что рысенок либо вырвался из капкана, либо его погрызли крупные хищники. Зверек жалобно замяукал и посмотрел на мужчину. Тот сжалился над маленьким котенком. Охотник поставил свою миску с едой на землю и пододвинул к животному. Хищник жадно набросился на еду. После трапезы котенок лег на бок и уснул. Кровь все еще текла по его шерсти. Мужчина понял, что пока раны зверя окончательно не заживут, рысенок не сможет выжить в лесу в одиночку. Человек быстро собрал свои вещи, взял котенка на руки и понес в деревню. По пути он зашел к одной старушке, работавшей в молодости ветеринаром, из которой он иногда перебрасывался парой фраз. Благодаря ей рысенка вскоре удалось вылечить. Но за это время человек и котенок так привязались друг к другу, что расставаться им уже не хотелось. Так зверек остался жить среди людей. Прошло 2 года. В одно осеннее утро мужчина собирался пойти после завтрака на охоту. Он потянулся за ружьем, что висело на стене, но вдруг почувствовал, что в левом боку что-то закололо. В следующее мгновение он упал на пол и от удара о старые доски потерял сознание. Старушка, которая когда-то помогала лечить рысь, в это время была у себя. Она услышала, что в дверь кто-то скребется. На пороге женщина увидела молодую рысь. Животное крутилось вокруг себя, но в дом не заходило. Оно делало несколько шагов в сторону калитки и снова возвращалось на крыльцо. Словно просило следовать за собой. Старушка догадалась, что с хозяином случилась беда. Она побежала к соседу так быстро, насколько позволяло ее здоровье. Увидев лежащего на полу мужчину, она крикнула других соседей и велела привести врача. Все это время рысь не отходила от хозяина и внимательно следила, как бы ее другу не причинили вреда. Мужчину отвезли на скорой в райцентр. К счастью, его удалось спасти. Пока он лежал в больнице, рысь не находила себе места. Еду она принимала только из рук старушки, которая когда-то ее лечила. Только когда хозяин вернулся домой, животное успокоилось. Правда, теперь рысь ни на шаг не отходила от своего друга. Да и он, узнав про обстоятельства своего спасения, постоянно благодарил питомца, говоря ему слова благодарности. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!